Как обучать сотрудников? Что такое корпоративное развитие талантов сотрудников как система? Как подойти к организации корпоративного учебного процесса, ориентированного на достижение стратегических целей компании? Что такое модель эмпирического познания Колба и как его использовать в организации программ подготовки сотрудников? Какую самую главную роль не реализуют корпоративные образовательные центры? Сегодня поговорим о теме, которая меня очень увлекает. У меня много идей, с которыми я хотел бы с вами поделиться. Посмотрите это видео до самого конца. Всем мира! Меня зовут Сергей Лисин. Сегодня я хотел бы поделиться своими мыслями о том, как создать систему развития талантов в компании. И сразу хочу признаться, что у меня не было опыта строительства образовательной организации. Я не являюсь экспертом по созданию корпоративных университетов или учебных центров. Так что я готов к критическим замечаниям. При этом у меня очень большой опыт взаимодействия как с подобными корпоративными обучающими структурами, как тренера и консультанта, так и с университетами, бизнес-школами, как визит профессора. Я вижу, что вопросы обучения решаются не всегда эффективно, и ресурсы компаний могли бы тратиться более системно. Эта тема для меня является чрезвычайно интересной. И я решил все же поделиться своим взглядом, основанным на моем опыте и во многом на глубоком осмыслении заданной темы. Возможно, какой-то компании будет интересно опробировать мои идеи. Обращайтесь. Я просто с огромным желанием и энергией взялся бы за такой проект. Если вам нравится то, что я делаю, поставьте лайк, сделайте репост этого видео, подпишитесь на канал. Спасибо! Я делал видео про ошибки в организации обучения. Ссылка на него сейчас появится в верхнем правом углу экрана. Посмотрите его. При описании ошибок я не обмолвился еще об одной сложности, которую я наблюдаю. Чаще всего корпоративные университеты, учебные центры оторваны от бизнес-среды, в которых их ученики воплощают полученные знания. Такие структурные единицы существуют в функциональной обособленности, подчас копируя модель управления, позаимствованную у государственных учебных заведений, или тренинговых центров. Вот есть бизнес, это заказчик, вот есть корпоративный университет, исполнитель. Бизнес направляет слушателей, а корпоративный университет обучает. При таком делении есть граница образовательного процесса. Вот здесь обучаем, а вот здесь не обучаем. У образовательного корпоративного центра не должно быть такого разрыва. Необходимо обеспечить бесшовную интеграцию образовательного процесса с рабочими процессами, увязать с конкретными целями и задачами бизнеса. Образовательная программа должна иметь миссию – непрерывное развитие талантов сотрудников для достижения целей компании. Необходимо постоянно расширять круг компетенций сотрудников. Мысль достаточно простая. И первый вопрос, на который должна ответить образовательная система, организация, чему обучать? Ответы могут быть разными. Я вижу три направления обучения. Первое направление развития – это внутреннее предпринимательство. Не следует путать его с понятием предпринимательства как самостоятельная, осуществляемая на свой риск деятельность, направленная на систематическое получение прибыли от владения имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг. Внутреннее предпринимательство – это навык генерации и воплощения новых возможностей, создания и распределения ресурсов для достижения целей должности или организации. Например, любой сотрудник, будь то токарь, технолог или снабженец, находясь на свободном рынке труда, продает свои навыки организации. То есть выступает в некотором смысле как предприниматель. Развивая свои профессиональные навыки, сотрудники становятся более результативными, повышают свою стоимость, капитализацию на рынке труда. Ключевая задача внутреннего предпринимательства – это создание конкурентоспособных ресурсов. В самом широком понимании этого слова. Это и каналы снабжения, клиентская база, продукты, оборудование и технологии, сотрудники и их компетенции и прочие ресурсы, комбинация которых позволяет организации достигать ожидаемых результатов. Это широкий перечень областей знания, включая прежде всего профессиональные знания, навыки продаж, управление изменениями, управление результативностью, найм, адаптация или увольнение сотрудников, управление рисками, навыки ведения переговоров. Иные направления обучения нацелены на развитие профессиональных навыков, творческого мышления, роста, прежде всего, результативности сотрудников.
Но только предпринимательских навыков недостаточно для достижения целей компании. Согласитесь, что недостаточно создать ресурсную базу компании, иметь команду классных токарей, конструкторов, снабженцев, бухгалтеров. Недостаточно найти клиентов, готовых купить ваш товар за вашу цену или создать прекрасный продукт. Необходимо второе направление. Это развитие навыков в области управления. Они связаны с навыками воздействия на ресурсы организации для координации усилий по достижению ее целей. Это знания в таких областях, как управление персоналом, операционный менеджмент, финансовое управление, информационные технологии, системное мышление, стратегический менеджмент, бережливое производство. Другие направления обучения направлены на развитие системного мышления для роста, прежде всего, эффективности сотрудников. Создание конкурентоспособных ресурсов организации и их эффективное управление не позволит обеспечить устойчивую организацию без третьего направления – организационная культура. В рамках этого направления обучения развиваются навыки формирования моделей поведения, ценностных убеждений, внутренних мотивов людей, необходимых для достижения цели организации. Здесь могут быть курсы, посвященные лидерству, вовлечению сотрудников, работе с сопротивлением изменениям, командообразованию и делегированию, управлению конфликтами, сложными беседами, развитию сотрудников, коучингу, обратной связи. Иное обучение направлено на развитие лидерского мышления для роста, прежде всего, приверженности сотрудников корпоративному духу компании. После определения, чему учить, хотел бы высказать свои идеи относительно того, как учить. Интеграция образовательных технологий может позволить добиться большей эффективности процесса развития талантов. По моему мнению, прежде всего необходимо перейти от традиционного обучения, которое пока доминирует, и суть которого заключается в том, что учебный процесс состоит фактически из двух этапов. Это теория и практика. То есть в рамках обучения есть этап расширения знаний, или теория, и пробное применение знаний в формате какого-то практического задания или решения кейса, или домашнего задания. При организации обучения необходимо опираться на модель эмпирического познания Дэвида Колба, специалиста по психологии обучения взрослых. Подробно о ней можно прочитать в книге «Век живи, век учись». Найдите стиль обучения, подходящий именно вам. Авторы Кей Петерсон и Дэвид Колб. Модель Колба основывается на четырехэтапном цикле, состоящем из первое – это конкретного опыта, основанном на практической деятельности, мыслительного наблюдения, рефлексии, включающего осмысление своего опыта, абстрактного размышления, подразумевающего в том числе получение новых знаний, расширение теоретических знаний. Четвертое – это активное экспериментирование, включающее пробное применение полученных знаний. Я не буду в рамках этого видео очень подробно рассказывать о самой модели Колба. Поверьте мне, она чрезвычайно интересная. На основании цикла Колба можно выстраивать как отдельные тренинги, так и целые учебные программы. Цикл позволяет более четко определить стили обучения, наиболее подходящие для того или иного типа учеников. Я лишь затрону цикл Колба в контексте налаживания образовательного процесса, который должен быть интегрирован в решение конкретных задач бизнеса. Тогда обучение будет наиболее продуктивным. Курсы должны быть направлены на целостность цикла Колба, пересекаться с бизнес-задачами. Именно таким образом отдельные курсы должны объединяться в образовательные программы. Это накладывает определенные сложности и сверхзадачи на образовательные центры, поскольку образование не заканчивается учебной аудиторией и требует продолжения на всех 4 этапах обучения. Хороший импульс реализация образовательной стратегии дает кооперация обучающих центров с широким кругом носителей знаний, таких как сами тренеры или профессора корпоративного центра, программы обучения других организаций, преподаватели учебных заведений, бизнес-школ, тренеры центров обучения других компаний, консультанты, интересные люди. На последний пункт я хотел бы обратить внимание. Общение с яркими, успешными, мотивирующими людьми не воспринимается в компании как образовательный подход. И зря. Я помню, как в рамках одного из обучений я организовал телемост с руководителем предприятия, который прошел значительный путь трансформации компании. Для руководителей другой компании, которая только начинала подобный проект. Это был чрезвычайно важный и полезный этап обучения. Многие из вас, участвуя в конференциях, мастер-классах, получают огромный заряд знаний и энергии. И это происходит в отношении небольшого количества людей. Но кто посещает такого рода мероприятия? Для многих сотрудников организации такой возможности нет. А жаль.
Тема кооперации внутренних и внешних ресурсов требует роста вариативности образовательного процесса, чтобы, с одной стороны, обеспечить высокий уровень доступности знаний, с другой – снизить затраты на обучение. Онлайн-методы, включающие широкий спектр образовательных технологий, которые у всех сейчас на слуху, которые могут эффективно дополнять очные офлайн подходы. Безусловно, важна образовательная позиция самого обучаемого, поэтому важно организовать самостоятельную работу индивидуально или командно. Развитие наставничества, коучинга, менторства, тьюторства – один из самых недооцененных подходов к обучению, по моему мнению. Наставничество воспринимается лишь в контексте новых сотрудников, но наставник, коуч может быть очень полезным и для опытного сотрудника, хотя понимаю, что это воспринимается в организациях достаточно неоднозначно. Интеграция методов может проявляться и в выстраивании в образовательный процесс формальных методов обучения. Их можно назвать традиционными, неформальных методов, включающие такие подходы, как корпоративные конференции, хакатоны, коучинг, бенчмарк, или изучение лучшего опыта. Если названные методы используются более-менее широко, известны в компаниях, то я хотел бы обратить внимание на стремительно набирающий популярность метод, который вы, зрители YouTube, активно используете. Это социальный метод обучения. Блогинг, подкасты, профессиональные сообщества, корпоративные социальные сети. Социальные методы обучения – огромный ресурс, который постоянно растет. Желательно, чтобы компания в определенной степени влияла на выбор сотрудников, что смотреть или читать в интернет-океане. Идей у меня много, и в рамках этого видео я обо всем рассказать не смогу. Если тема обучения вам интересна, а видео нравится, поставьте ему лайк, сделайте репост и подпишитесь на канал. Последняя мысль этого видео, но от этого не менее важная, будет касаться ролей корпоративных образовательных центров, которые реализуются вокруг учащегося. Разобраться с ними не очень сложно, но есть нюансы. Первая роль, она в некотором смысле очевидна, это обеспечение образовательным контентом в той или иной форме. Вторая роль, которая в целом тоже понятна, это развитие образовательной инфраструктуры. Классов, онлайн-платформ, организации мест обучения на рабочих местах, тренажеры, лаборатории, и тому подобное. А вот третья роль выполняется гораздо реже, но степень ее реализации в самой значительной степени влияет на успешность образовательного процесса. Это мотивация учащегося, формирование у него активной образовательной позиции. Эта роль, несмотря на то, что она чрезвычайно важна, не реализуется подчас в классических университетах. Да, и в корпоративных образовательных центрах оставлять желать лучшего. Тема организации развития талантов поистине неисчерпаема. Она для меня чрезвычайно интересна, и о многом мы с вами не поговорили. Как вы организуете обучение сотрудников у себя в компании? Напишите в комментариях. А на сегодня это все. Всем мира, вы лучшая аудитория. Увидимся!